So beyerdynamic was founded in 1924 by Eugen Beyer, the guy on the left. Компания beyerdynamic была основана на 1924 году господином Ойгеном Байером, на фотографии он слева. So in the first years he started with building cinema loudspeakers, and then he started with the very first dynamic headphone, the DT48, which was produced until, I think, 3 years ago. Сначала компания занималась производством громкоговорителей для кино и вскоре занялась производством первых динамических наушников. Модель наушников в тот момент звучала как DT48, и производились они вплоть до самого последнего времени, были сняты с производства всего лишь 3 года назад. In the first years he was based in Berlin, and in 1954 he started moving to Heilbronn. Компания начиналась в Берлине и в 1954 году передислоцировалась в Heilbronn, также в Германии. That's where we are based, still in the same building as Eugen Beyer founded. И до сих пор компания beyerdynamic располагается в том же самом здании в Heilbronn, в котором начинал Eugen Beyer. That's our actual factory. We have around 350 people working for beyerdynamic here at this place. Вот, собственно, таким образом выглядит в настоящее время здание beyerdynamic, и в этом здании, right in this place, Yes. you have 350. That means that my next slide is already too old. Yes. В настоящее время в этом здании работает 350 человек, около 350 человек. So now, today, we have 3 sister companies. We have a subsidiary in the United States. We have a company based in Singapore, and we have a company based in India. В настоящий момент у компании beyerdynamic есть представительство в разных странах мира, есть представительство, компания-партнер в США, которая представляет интересы beyerdynamic, по сути занимается развитием бизнеса. Также есть представитель в Сингапуре и в Индии. На самом деле, на предыдущем слайде, как вы видите, уже информация не совсем актуальна. Там было написано, что 180 человек работает в Германии, в настоящий момент уже 350 человек работает в Германии, то есть компания выросла. Started in the 1960s with OEM products for Siemens. Then in the 60s to 90s we started with the first real tabletop microphone stations. And the first conference system itself was the MCS 100 in 1997. Поскольку мы сегодня говорим о конференц-системах, собственно, на слайде представлена история развития бизнеса в области конференц-систем компании beyerdynamic. Началось все в 1960-х годах, примерно, когда компания beyerdynamic производила так называемые OEM-продукты для компании Siemens. То есть beyerdynamic уже выпускала конференц-продукты, но не под своим собственным названием. Затем появились первые микрофонные пульты, то есть это еще не конференц-система, но это уже первый шаг, серьезный шаг к ней. И первая, собственно, настоящая конференц-система от beyerdynamic появилась в 1997 году, и это была система MCS 100. First wireless conference system ever. So the MCW was the very first wireless conference system based on UHF at that time. You mean it was not just beyerdynamic first wireless system? No, it was very first on the wireless market. conference system. Yes. Okay. Первая на рынке беспроводная конференц-система, не просто конференц-система beyerdynamic, а вообще на всем рынке, была выпущена, собственно, компанией beyerdynamic в 1998 году. In UHF, right? In UHF. И работала в диапазоне UHF. Then we developed MCS 50 because MCS 100 had too many options and was a little bit too expensive. So MCS 50 came out with new delegate units, with plastic housing, much cheaper. В 2000 году начала выпускаться система MCS 50, которая, судя по тому, что рассказывает Майкл, была несколько упрощенной версией MCS 100. MCS 100 была дорогой системой с большим количеством опций, MCS 50 была попроще, были выпущены пластиковые пульты, таким образом система стала доступной. Then in 2001 we started with MCW D100, the first digital wireless system, at that time based on 2.4 GHz. 2.4. Затем в 2001 году, уже совсем скоро, была выпущена система MCWD 100, которая была первой цифровой системой, о чем, собственно, видимо, говорит буква D в модели. И эта система работала в диапазоне 2,4 ГГц, то есть тоже беспроводная система. 2002 we expanded to the MCWD 200, at that time then with interpretation channels and voting. В
So interpretation channels and loading were added to the 100, Yes. and the system became 200. 200, yes. К предыдущей системе были добавлены опции синхроперевода и голосования, и новая модель системы получила название MCWD-200. Then we added in 2004 the SIS system, what we have here. И вот уже приближаемся к современности. В 2004 году появилась система СИС, система синхроперевода, которую мы будем с вами более подробно рассматривать завтра. Она до сих пор выпускается, она до сих пор актуальна. 2005 we added also the MCWD-50, which was sold in parallel to the MCWD-200, but with improved radio frequency management. MCWD-50 в 2005 году появилась эта система, и она предлагала возможности более рационального менеджмента радиочастот. То есть она более адекватно, более стабильно работала в диапазоне радиочастот. And also much cheaper than MCWD-200. И также она была гораздо более дешевой и выгодной по стоимости, чем MCWD-200. In 2006, MCSD-200 and the Revoluto microphone array technology was added. В 2006 году появилась технология Revoluto, которая была и MCSD is The wired conference system, the big one. I mean, it is conference system or just The conference system, the complete conference system we Okay. added in 2006. MCSD, система, новая система появилась в 2006 году, то есть еще одна система от beyerdynamic, еще более совершенная. И одним из новшеств, очень важных новшеств в ней была технология Revoluto, то есть горизонтальные микрофонные массивы, о которых мы сегодня подробно поговорим. Then 2008, the MCS-20 as the very basic conference system. В 2008 году появилась система MCS-20, которая считается самой базовой, самой простой конференц-системой, считалась на тот момент. 2009, the Revoluto wireless for the MCWD-50. 2009 беспроводные микрофонные пульты Revoluto для системы MCWD-50. In 2010, we had the complete new design on MCSD-200, along with the gooseneck microphone units. Для MCSD в 2010 году был запущен совершенно новый дизайн и возможность соединения. So you didn't have gooseneck microphone? You did have gooseneck. We had, but these were the very old, like the radio clocks, very old plastic ones. But we added a new design, like the Revoluto units. Oh, okay, so that they looked they look like good the together. Revoluto units. Yes. I see. Смысл в том, что визуально эти пульты выглядели как Revoluto, для того, чтобы все микрофонные пульты были в одной концепции, но это были пульты с микрофоном гусиnek, то есть старый дизайн MCSD в этот момент перестал существовать. And the last two additions then were the Quinta and the Orbis in 2012 and 2014, and that's what we will talk and hear about today and tomorrow. Ну и вот, собственно, мы приблизились вплотную к сегодняшнему дню. Две системы были выпущены относительно недавно. Квинта, беспроводная система, выпущена в 2012 году. Проводной Orbis выпущен в 2014 году. И именно об этих двух системах мы сегодня с вами будем говорить весь день. So, the idea behind Orbis was to replace the MCS-20 and MCS-50 systems. Orbis выпускался как замена системам MCS-20 и MCS-50. Because at that time we started having some issues with cell phone noise, EMV and so on, so we had more and more complaints about when people are placing the cell phones on the delegate units, that they hear the sound when they got a call. Потому что в тот момент мир начал меняться, и люди все больше и больше стали сталкиваться с проблемами, когда кто-то положил на стол, например, мобильный телефон, появились помехи, и с этим нужно было как-то бороться. Also the cabling on the MCS-20 and 50 was proprietary, so you couldn't use standard cables. And in Orbis the idea was also to use standard RJ45 cables. Еще одной особенностью Orbis по сравнению с предыдущими системами beyerdynamic было то, что предыдущие системы MCS-20 и 50 использовали проприетарные кабели, то есть кабели собственной разработки beyerdynamic, это были нестандартные кабели, которые использовали другие производители. И в частности, одним из шагов, который был сделан в системе Orbis, это переход к стандартным кабелям категории 5 и выше. Also in Orbis we wanted to add some functionalities and some, let's say, experiences we had from MCS-20 and MCS-50
and we wanted to change the design completely. Кроме того, естественно, в Орбисе, что называется под крышкой скрытое усовершенствование, подчеркнуто из опыта работы с MCS-20 и MCS-50, и также важным шагом для beyerdynamic была смена внешней концепции, то есть смена дизайна, концепции дизайна. So we'll hear about more details, I think, later on. Yes. For Orbis. Let's go over to Quinta. Quinta comes from 5, the Latin word Quinta, because it's the 5th generation of our wireless conference units. Другая система beyerdynamic, они не в исторической, не в хронологической последовательности, но мы вот таким вот образом их расставили. Сначала более новый Orbis, потом чуть более старшая Quinta. Система Quinta, в ее названии зашифрована цифра 5, то есть Quinta означает по-латински 5. И это потому, что, собственно, Quinta является системой 5-го поколения beyerdynamic. So also Quinta, because we can work now on 5.2 and 5 GHz also, because 2.4 was more and more crowded with Wi-Fi. I didn't know that. I mean, I didn't know that Quinta has some correlation to the frequency ranges. Кроме того, цифра 5 еще и знаковая для Quinta, потому что в доступные диапазоны для работы были добавлены диапазоны частот 5,2 и 5,8 ГГц, то есть они оба связаны с пятеркой, и Quinta означает тоже 5. А диапазон 2,4 оказался все более и более занятым другими техническими средствами, например, Wi-Fi, и поэтому работать в нем беспроводным конференц-системам становилось все сложнее и сложнее. Нужно было тоже с этим что-то делать. Also in Quinta we added some functionalities and features from experience with MCWD50, for example, the removal of gooseneck microphones, which were not possible with MCWD50. Также, опять же, был учтен опыт работы, опыт производства других беспроводных систем, в частности MCWD50. Одним из очевидных новшеств, подчеркнутых, так сказать, тоже из предыдущего опыта, стала возможность в Quinta снимать и устанавливать микрофоны на микрофонный пульт. Раньше микрофоны были несъемные. Не у Quinta, имеется в виду, а у предыдущих систем beyerdynamic. And also some functionalities like AVB, like a smaller central unit, only 2 antennas, and we also wanted to change the design completely from MCWD50 to a more modern, more elegant way. Также в сторону улучшения, в сторону осовременивания системы были сделаны такие шаги, как добавление функционала AVB, о чем сейчас говорит весь мир аудио и видео, использование всего лишь 2 антенн, компактный центральный блок конференц-системы и также более современный дизайн. So right now we are in the final stage of doing beta testing for software. We will bring out a DSP. Very easy to handle. It's called Cortis. В данный момент в стадии бета-тестирования находится программное обеспечение для устройства, которое представляет из себя DSP-платформу. Эта DSP-платформа от beyerdynamic будет носить название Cortis. And Cortis is a word which comes from 2 words with core, means the heart, and retis, the network. На самом деле в слове тоже зашифрован смысл. Оно состоит из 2 частей. Core означает сердце, сердцевина, а retis is it Latin? Network. Я имею в виду, что это латинское или немецкое слово? Латинское слово значит сеть. Мы будем надеяться, что все-таки нет. Okay. So Cortis has 8 analog in and outputs. У платформы Cortis 8 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов. 4 RCA in for background music and other programs. 4 in. Yes, not 2 stereo. 2 stereo. 2 stereo or 4 mono you can You switch. can use them as 4 mono. 2 стерео или они же 4 моно входа для подключения сторонних внешних источников звука. And additionally, over AVB, we have an integrated AVB switch. Again, 8 channels in and out. И также по стандарту AVB Cortis способен принимать и передавать 8 каналов. Кроме того, уникальной особенностью является еще и то, что у него не один порт AVB, а целый небольшой AVB switch, встроенный прямо в устройство.
So in total we have 20 inputs and 16 outputs. Таким образом, всего устройства 12 входов и 16 выходов. On the ease of use, it should be very easy to use without building your own layout. Очень важной особенностью платформы Coretis является и то, что пытался сделать beyerdynamic с этой платформой, это удобство и простота использования. So you see everything in one big matrix, and you can just use Coretis like a digital mixing console. Все наглядно, все в одной большой матрице на экране, и Coretis может использоваться как одна большая микшерная консоль. So when you click on one of the parameters, you get here your controls. Как только вы выбираете какой-либо из параметров, справа появляются дополнительные свойства, при помощи которых можно управлять этим параметром. So when you know how to use a mixing console, the digital mixing console, you can use Coretis from the scratch. It's very easy. Таким образом, если вы в целом знакомы с принципом обращения с микшерной консолью, то вы поймете Coretis сразу же, как только откроете этот интерфейс. Okay.